Йоу, дамы и господа, с вами Пэв. Давно не выходил на связь, но по факту за это время особо и нечего было рассказывать. Тем не менее, добро пожаловать в дом моих родителей в Московской области, посреди поля, где я пересиживаю карантин и заканчиваю запись своего дебютного альбома. Хотел немного рассказать о гитарах, которые я использовал на альбоме, об оборудовании, о струнах, медиаторах и прочих ништяках. Итак, начнем с акустической гитары. Это моя первая и единственная акустическая гитара, именно с металлическими струнами. В принципе, моя первая гитара была классическая, но это первая акустическая, и с тех пор я только ей пользуюсь. И больше у меня нет акустических гитар. Это Fender CD140. Сделано в Китае, очень дешево, но сердито. Откровенно говоря, далеко не самый лучший инструмент, но я каких-то сверхъестественных целей в плане партий акустических не ставлю на своих записях. И для каких-то простых вставок гитара вполне подходит и справляется на ура. Следующая гитара имеет очень интересную историю за своей спиной. Это Scala Dorian. Вы, наверное, могли видеть ее на моем канале довольно много. Это, пожалуй, мой главный инструмент. И пока из всех инструментов, что здесь находится, он у меня продержался дольше всего и продержится, я думаю, до конца дней. Эту гитару мне подарил Гэри Крамер. Мне посчастливилось с ним познакомиться через человека, которого зовут Робби Дугейн. Это американский блюзовый музыкант, с которым я познакомился в Москве. Мы подружились, а затем я съездил к нему в гости в Калифорнию. Вот, и он меня познакомил с Гэри Крамером. И так вот получилось, что Гэри Крамеру понравилось, как я играю, и он меня наградил вот таким вот шикарным инструментом. И буквально вчера я наконец-то связался с Лео, с человеком, который эту гитару сделал. Если вы не знаете, зацените в Инстаграме или просто в Гугле введите Leo Scala. Он делает просто какие-то феноменальные кастом-инструменты с использованием металлических деталей. В общем, очень круто. Вот, и это, я так понимаю, была некая серийная история. Лео сказал, что таких было сделано всего 40 штук в 4 цветах. Черная, белая, Ember Burst и Sunburst. Вот такие дела. Я, честно говоря, не знаю, в каком году была сделана эта гитара, но по спекам тут все очень интересно, потому что, как вы видите, она очень тонкая, и она очень-очень легкая. И гриф идеально балансирует с телом. И я просто не знаю, эта эргономика меня поражает по сей день. Вот, и факт, насколько она громкая, без подключения, это тоже на самом деле феноменально. Вот такой вот интересный инструмент. Гриф профиль 59. Дека красное дерево с 2-сантиметровым, внимание, 2 сантиметра из вот этого всего. Это кленовый топ. В общем, очень интересно. Следующая гитара, это у нас ESP Eclipse 2007 года. Модель называется CTM, что означает Custom Traditional Made. Я так понимаю, главное отличие этой серии в том, что конфигурация здесь как на Les Paul, на стандартном. 4 ручки, в отличие от 3 на стандартном Eclipse, и удлиненный рог. Это первая ESP-гитара, которая появилась, в принципе, у меня. На момент приобретения этой гитары я участвовал в группе Santa Cruz, и там была задумка пересадить всю группу на ESP, на эндорсмент. Я так и не знаю, состоялся ли этот эндорсмент или нет. Вообще очень мутная история, но тем не менее я эту гитару купил в Санкт-Петербурге. Ребята из Good Guitars мне ее отправили. Если вы смотрите, привет, спасибо за помощь. И с тех пор это моя главная ритм-гитара. Я пробовал разные гитары для ритмов на своих записях, но это, как правило, дает больше всего нужных мне гармоник, и тембр меня полностью устраивает. В данный момент у меня здесь сейчас установлены EMG 57, 66.
И по сути, все ритм-гитары на альбоме прописаны вот на этой гитаре. Еще на нескольких песнях я записывал свой Eclipse Sunburst, который я продал. Но, тем не менее, эта гитара главная на альбоме. История следующей гитары не менее короткая, чем Scala. Это ESP M3 99 года. На грифе написано M2, просто потому что этот гриф от M2, что является той же самой гитарой, просто без синглового датчика. Ну, кто-то поменял гриф, ничего страшного, по сути, по спекам абсолютно то же самое. Как я уже упоминал, у меня есть очень хорошие друзья в магазине Good Guitars в Санкт-Петербурге. И там работает мастер по имени Захар. И у нас с ним очень странная телепатическая связь. Мы можем начинать слушать одну и ту же музыку в одно и то же время. Или у нас даже бывает техника ломается в одно и то же время. Мы этому уже давно не удивляемся и называем это Bluetooth. И вот история этой гитары, она тоже ведет именно к Захару, потому что у него в наличии долгое время в его, скажем, коллекции суперстратов была именно вот эта вот такая, точно такая же гитара. И каждый раз, когда я к нему ездил в гости и брал ее в руки и играл, все время ловил вот эту нить печали о том, что такую, скорее всего, нигде не найти, потому что она очень-очень редкая. И что вы думаете? Однажды вечером я просто скроллил на Авито по гитарам, я думаю, многие из вас так делают, просто чтобы посмотреть, вдруг какое-нибудь безумно интересное предложение будет. И я наткнулся на гитару Захара. Я кидаю ему фотку: «Зак, твоя гитара». Ну, типа, да, такая же. Вот, и я просто сорвался на следующее утро и поехал ее забирать, потому что ценник был вкуснейший. Вот такая вот интересная история о Bluetooth. Теперь у нас с Захаром и гитары одинаковые. Вот так вот забавно. У меня давно не было гитар с Флойдом, а раньше когда-то были гитары только с Флойдом. Вот, и поэтому я очень соскучился по Флойду, и вот эта гитара появилась в моей жизни очень-очень кстати. И больше всего я, конечно, скучал именно не то что вот по чувству Флойда, а по экспрессивным элементам, которые Флойд привносит в игру и в соло. Поэтому на альбоме большинство соло записано именно на этой гитаре. И в некоторых моментах Флойд просто брызжет через край. Будет интересно. Вот такой инструмент. Теперь на тему струн. Мне как раз очень недавно пришла посылка из магазина Strunky.ru, поэтому мы сейчас с вами вместе ее откроем и посмотрим, что же там. И я расскажу о том, какие струны я использую. Интересный момент, что все гитары у меня в разном строе. И даже если песня в дроп C, например, я мог записать к ней соло в стандартном строе, то есть в ми. И я, честно говоря, не знаю, как я это буду решать лайвом, потому что там есть некоторые моменты с флажолетами на открытых струнах. Но я думаю, я это выясню по ходу дела. Аккуратно открыть, как вы видите, не получилось. Ну что это такое? Ну ладно, главное, что внутри. Итак, смотрим. Так, это мы откроем потом. Значит, 1152 NYXL. Их я использую на Eclipse в Drop C. И если нужно, перестраиваю как бы в Drop Do, там на полтона выше, на этих же струнах. Меня устраивают отличные струны. Так, далее. Да, у нас здесь 3 пачечки NYXL 1152. Затем медиаторы. Медиаторы, очень важный момент. Dunlop Just 3 XL. Лучшие медиаторы, на мой взгляд. Размер, толщина, материал. Они очень долго стираются. Они, конечно, стираются, как и все медиаторы, но гораздо дольше, чем, например, Tortex. Теперь эликсир
946. Их я использую на скале. Скала у меня в основном всегда существует в стандартном строе. Я использую ее для уроков. Но иногда некоторые подголоски и на альбоме можно прописать на скале, поскольку там строй не так важен. Вот использую 946 эликсир. Вообще, в принципе, я могу эликсир назвать своими любимыми струнами, потому что многим не нравится оплетка, которая у них есть, а мне она очень нравится. Я люблю, когда струны скользкие и звонкие. Их у нас здесь тоже 3 пачки. В принципе, это все. Вот тут еще в подарок положили String Cleaner от Ernie Ball. Спасибо Струнки.ру. Так. О, ничего себе. Это какие-то магнитики, я так понимаю, и медиаторы. Конфетки Love is струны. Вообще шикарно. Закинем жвачечку. Посмотрите, как мило. Так. Фантик в карман. Да, очень круто. Сейчас коробку долой. А что у нас здесь? Я что-то такого не помню. Угу. Пакетик в пакетике. Ой, да ладно, это же кружка. Блин, просто великолепный подгон. Спасибо стрункам. Струнки.ру, дамы и господа. Спасибо большое. Супер посылка. Ну вот, такая история по струнам. Значит, гитарный звук на альбоме полностью цифровой. Нравится вам это или нет, но это единственная моя опция, по сути. Трекал я гитару через вот этот плагин. Это Neural DSP Archetype Abasi. Довольно простой к использованию, и через него очень легко играть. И я до сих пор нахожусь в процессе реампинга этих DI-треков, которые я записал. Значит, записываю я вот в такую карту. Это Steinberg UR22 Mark II. Я думаю, она вам многим знакома. Очень популярная карта. Здесь у нас лежит мой верный друг. Это Line 6 Helix LT. Шикарный процессор, меня полностью во всем устраивает. Единственное, что мне не хватает, в отличие от его старшего брата, обычного Helix, это то, что на нем нет отдельной ручки громкости под наушники. Но, в принципе, меня полностью устраивает. Как видите, пресет у меня устроен довольно просто. Это грелка, овердрайв, голова. Использую эмуляцию Mark IV и импульс. Вот такой пресет на все ритм-гитары на альбоме. Все довольно просто и минималистично. Многие соло я зареампил через вот этот замечательный плагин российского происхождения. Это Mercurial Euphoria, сделан по Богнеру. Очень нравится, как он звучит на соло, поэтому, скорее всего, оставлю его. Здесь у нас микрофон, которым я снимаю акустические гитары и, соответственно, вокал. Это Bluebird. Очень нравится этот микрофон, все устраивает, задачи свои выполняет шикарно. Чуть не забыл рассказать про бас, который использовался на альбоме. Это на самом деле гитара моего папы, но он ей практически не пользуется и любезно предоставил мне на запись. Это Bachus Universe Series. Bachus — это бренд, который занимается производством бас-гитар и электрогитар для японского рынка. Вообще шикарная гитара, она нам чудом досталась. Там была очень интересная схема обмена. И, в принципе, других бас-гитар я не использую для своих записей. Меня полностью устраивает звук. Я вообще тащусь от того, как он сидит в миксе. Конечно, очень тяжелая гитара. Здесь стоят довольно толстые струны, но и строй довольно низкий. Это либо дроп C, либо дроп до. В общем, шикарный инструмент. Теперь насчет того, когда вообще выйдет альбом, когда его ждать. Значит, все инструментальные партии, они уже прописаны, они готовы на чистовик,
Единственное, почему это все занимает так много времени, это моя неготовность петь вокальные партии, которые я написал. Но я это обязательно сделаю. Я сейчас занимаюсь вокалом, подтягиваю все это дело. Я просто хочу доставить вам, слушателям, максимально качественные вокальные перформансы. А до тех пор, спасибо, что смотрели это видео. Будьте здоровы, оставайтесь спокойны, что немаловажно. И следите за новостями, я буду вас оповещать о выходе синглов, если они будут, и непосредственно о выходе альбома. Всем удачи, peace!